Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео мы посмотрим с вами на голографические гель-лаки с эффектом кошачьих глаз от компании Beauty Lux. Начну с красавца под номером BCM01. Данный гель-лак на такой полупрозрачной основе с огромным количеством голографических и неголографических блесток. Эффект голографии виден невооруженным глазом при любом освещении. Единственное, на камеру было сложно немного передать этот весь блеск, поэтому показываю его именно, вот этот эффект именно под лучами солнца. Безусловно, такое сияние мало кого оставит безразличным, но так как эти гель-лаки еще и с эффектом кошачьих глаз, при помощи магнита мы можем сформировать различные блики. Конечно же, в зависимости от фона гель-лак будет смотреться по-разному, но вот это вот сияние, вот этот вот голографический перелив, он в любом случае шикарно будет смотреться на любом фоне. Прошу заметить, что именно этот гель-лак на такой вот практически прозрачной основе, поэтому для наглядности я выкрасила его также и на прозрачный типс. Следующий гель-лак BCM02, и тут тоже полупрозрачная основа, но с такой вот небольшой голубой ноткой. И если в первом случае голография светилась всеми цветами радуги, то тут именно голографические частицы, по большей части голубовато-розовые, синеватые, вот ближе к этим цветам. Все гель-лаки из этого обзора укрывистые. Выкладывала их на типсы в один средний слой. И, как вы сами видите, этого вполне достаточно для того, чтобы типс полностью был заполнен вот этими шикарными блестками. Под разным углом вот эти блестки по-разному сияют, то есть под каким-то углом больше синих, под каким-то углом больше розовых. То есть вот эти вот переливы создают своего рода такой вот эффект хамелеона, при этом еще и вот эта вот голография, да, вот эта вот радужность, эффект радуги в каких-то моментах виден. Действительно, на камеру всю эту прелесть, всю эту красоту очень сложно передать, но вот как смогла, вот так и попыталась. Вот что у меня из этого получилось, вы, собственно, сами видите. Следующий гель-лак BCM04, и тут уже основа более плотная, не такая вот прям полупрозрачная. И, как вы видите, тут прям вот преобладает именно розовый оттенок в основе. И, конечно же, в данном гель-лаке по большей части блестки именно в розовом цвете. Также стоит отметить, что в каждом стеклянном флаконе находится 10 мг продукта, а на самом флаконе есть вся необходимая информация, состав, срок годности и меры предосторожности. На мой взгляд, все гель-лаки, которые будут представлены в этом обзоре, шикарно просто смотрятся в качестве покрытия, то есть без использования магнита. И таким образом мы получаем два в одном. То есть в одном флаконе у вас гель-лак такой вот с красивыми переливами, с блестками, но при желании его также можно еще использовать и как гель-лак с эффектом кошачьих глаз, то есть сделать какой-то нужный блик. И тут прошу заметить, обратить внимание именно на прозрачный типс, как вы сами можете видеть, из-за того, что в данном гель-лаке основа такая розоватая, соответственно, типс у нас стал таким вот розоватым. Следующий гель-лак не менее интересный BCM08. Тут также голографические частицы, которые переливаются всеми цветами радуги, но вот уже основа такая темно-фиолетовая. Три предыдущих гель-лака можно рассматривать на светлых подложках, на светлом фоне. Но вот оставшиеся гель-лаки, которые я покажу дальше, их, конечно, лучше все-таки наносить именно на какой-то такой вот темный фон. Каждый средний слой гель-лака я полимеризовала в лампе в течение 1 минуты. После полимеризации на поверхности образуется дисперсионный слой. А так, собственно, как я уже сказала, все гель-лаки укрывистые, очень плотные по консистенции. То есть по консистенции это вот как они такие вот кремообразные.
Сами блестки в составе очень мелкие, поэтому после полимеризации на ощупь они абсолютно никак не торчат, никак не цепляются, не мешаются. То есть, ну там после полимеризации ничего не мешает для того, чтобы просто перекрыть, ну вот гель-лак топовым покрытием. Следующий гель-лак под номером BCM09, и этот гель-лак очень интересный. Здесь очень мелкие вот эти вот сами частички, они тоже замечательно сверкают, сияют, но вот подложка, она тут хоть и темная, но она, знаете, такая витражная. Через пару секунд вы сами увидите, как он смотрится именно на прозрачном типсе. То есть на прозрачном типсе создается такой вот эффект вуали. Ну, такой вот темный, черный эффект вуали. И, конечно же, с вот этими самыми голографическими и не голографическими блестками. Вся эта коллекция ассоциируется у меня почему-то с ночным небом, северным сиянием. Вот, знаете, еще такое вот выражение «небо в алмазах». Вот прям очень правильно как-то вот эта вот фраза характеризует, на мой взгляд, опять-таки, вот эту вот коллекцию. При формировании бликов при помощи магнитов вот эти блики, они тоже, вот знаете, они как-то вот так вот сияют, переливаются. Это вот напоминает вот какой-то космический такой вот сюжет, что-то вот с космосом связано. Ну вот не знаю, во всяком случае у меня вот именно какие-то такие ассоциации а, пробуждает именно эта коллекция. Ну и последний гель-лак из этого обзора BCM11. И тут, как вы, собственно, уже сами видите, основа голубая. Но и тут основа, она, знаете, тоже такая вот витражно-голубая. Вообще в этой серии BCM у Beauty Lux представлено 12 цветов. На мой взгляд, приобретать все 12 оттенков вот этих вот голографических с эффектом кошачий глаз, ну, на мой взгляд, это, конечно, на любителя. И если вы действительно очень часто используете, да, гель-лаки с подобными эффектами. Как по мне, если вот говорить буквально о там пару флаконов, я бы присмотрелась именно к номеру 01 и 02. За счет того, что у них такая вот полупрозрачная основа, они будут смотреться ну, довольно прилично на любом фоне, на любой подложке. И, соответственно, ну, то есть их можно будет нанести абсолютно на любое покрытие и даже на прозрачное покрытие. То есть из всей коллекции, вот лично мне было бы достаточно двух оттенков 01 и 02 BCM, да, это серия BCM. К тому же, если выкрасить первые два оттенка на прозрачный типс, то вы в любой момент сможете посмотреть, как этот гель-лак будет смотреться на какой-то цветной подложке. Достаточно просто приложить типс к тому или иному цвету, и, собственно, видно, как это все будет выглядеть в итоге. Также стоит отметить, что во всех гель-лаках магнитные частички очень шустро реагируют на магнит, и блик сформировать не составляет абсолютно никаких сложностей. К тому же за счет кремовой консистенции уже сформированный блик не торопится куда-то расплываться. У вас будет достаточно времени для того, чтобы посмотреть, что у вас получилось при помощи магнита, и уже затем полимеризовать. То есть торопиться не нужно. Эту часть видео я специально не ускоряла, не замедляла, для того, чтобы вы сами могли посмотреть, насколько быстро реагируют магнитные частички на магнит. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!